И всем привет, с вами как всегда Дима Кул. Вообще изначально я планировал другое видео, даже уже был готов сценарий к нему, но случилось неожиданное. Без какого-либо анонса вышел Sonic Blitz, новая мобильная игра про Соника. Я думал над тем, в каком формате можно о ней рассказать, моя вот девушка меня уговаривала записать шортс, но смотря на последний, конечно же думаешь, а кому собственно не похер. Поэтому, обдумав все, я решил сначала сделать видос, как это было с Рамблом, но в итоге я подумал то, что буду ссылаться на всякие разные другие мобильные игры от Sega, и подумал то, что возможно лучше бы было бы просто пробежаться по ним всем и уже поведать о их закрытии и причинах. И порассуждать, а не ждет ли то же самое новые игры, а именно Sonic Rumble и Blitz. Ведь у Sega не все так гладко на мобильном рынке, и они все за собой подтирают. И самое главное, назвать ролик прям так как можно кликбейтнее, а то канал мой сейчас прям не в самом лучшем состоянии. И с вами как всегда Дима Кул, и всем приятного просмотра. В 2012 году на мобильное устройство вышел ремейк Sonic Jump, который выходил еще в бородатые годы на телефоны Java. Там вообще был рофл в том, что они выпустили еще Sonic Jump 2, который был по сути той же самой игрой. Sega, конечно, гении. И по сути ремейк 2012 года был действительно хорошей игрой. Мы могли и проходить сюжетные уровни, проходить бесконечный режим, собирать кольца и редстары. Графика была красивая, хоть и были кучу версий для определенного графического ядра. Игра прекрасно игралась и работала, а самое главное, давала челлендж. Конечно, можно предъявить за платность и донат в ней, но тем не менее, игра хотя бы была интересной, а за реальные деньги можно было купить только лишь кольца для покупки персонажей и усилений. И если слишком сильно углубиться в игру, то можно понять то, что ценники были очень завышены, из-за чего накопить на какого-либо персонажа было довольно-таки долго. Поэтому тебя прям очень сильно подстегивали потратить шекели на уже платную игру. Да, это уже можно сказать красный флажочек, но поверьте, тут все еще хорошо. Проходится игра от и до без вливания денег. И казалось бы, прекрасная игра, только вот Сеге показалось, что слишком мало долларов она приносит. Через пару лет вышел Sonic Jump Fever, и видимо он должен был навсегда определить историю подсерии Jump. И она определила. Она закрылась буквально через 2 года. В эту игру уже, кстати, можно поиграть. Sega на тот момент еще сделала оффлайн доступ для нее, несмотря на то, что к ней требовалось интернет-подключение. Признаюсь честно, да, на 15 минут залипнуть можно, игра стала более динамичнее и быстрее, но ограничение по времени, причем очень маленькое, то есть игра заточена под маленькие сессии, уровень пройти просто нельзя. Второе — это сраная энергия, которая тебе не позволит играть слишком долго. Огромное количество свистоперделок на экране, что иногда персонаж просто теряется из вида. Игра оказуалена, если ты проиграешь, тебя спокойно запульнут на уровень обратно, ведь тут играет роль комбо и время, которое можно пополнять, проходя все выше и выше по препятствиям. Но времени дают прям слишком мало. С 4-м уровнем профиля открывается лес Чао, где мы находим яйцо, и нам напрямую говорят, что Чао будет с нами дружить за Редстары. Да не пошел бы ты тогда нахер отсюда. Конечно, потом узнается, что его лояльность можно получить просто с ним поиграв немного. Только вот изначально мне это было непонятно, будто на меня прям пытались надавить, на какую-то жалость. А чтобы найти новое яйцо, нужно заплатить уже кольца. Вылупившийся Чао, конечно, помогал мне с врагами, но будто бы не особо и полезная вообще механика. Просто нагрели фанатов Чао, они до сих пор ждут возвращения Сада. И последнее, никакого разнообразия. Типа одна зона, которая повторяется из раза в раз. Из-за отключения серверов, переключение уровней просто не работает. Поэтому единственное, что нам остается, так это смотреть футажи на ютубе. Никакого длительного внимания игра не стоит. Это как SDVG жвачка. Неудивительно, что игра после закрылась. Да, там можно было соревноваться с друзьями, но какой в этом смысл? Если уровни тут отсутствуют, и с помощью доната, естественно, можно накачаться и пройти его побольше. Но в итоге, какой в этом всем смысл? В общем, это игра, которая официально была убита из-за жадности Сеги. Заносим в список убитых игр. Годом позже, а именно в феврале 2015 года, вышел Sonic Runners в бета-режиме, выпущенный в Канаде и Японии. И я, к сожалению, не застал данную игру, поэтому не могу в полной мере рассказать о ее жизненном цикле в 2015 году. Но за основу повествования я взял видосик англоязычного блогера Petmac, где он полностью прошелся по жизненному циклу игры, так как сам застал это время. И уже с помощью его хронологии и впечатлений я уже могу сказать, а почему игра, собственно, провалилась.
Да, начнем с того, что бета-тест был закрытый, и пока игра не вышла в релиз, в ней даже проводились некоторые события, на что жаловались некоторые игроки, так как не все могли загрузить игру и просто играть. Но некоторые просто скачали АПКшник в интернете и играли вне зависимости от проживающей страны. Капец, история циклична, это вообще буквально то, что сейчас происходит в Sonic Rumble. Но это не единственная проблема, которую ждало сообщество. Ведь смотрите, какая штука. Чтобы получать новых персонажей в ивентах, вы представьте, вот просто представьте, приходилось крутить рулетку. Они сделали это до того, как это стало мейнстримом в 2020 году с выходом Геншина. Сейчас люди начали относиться к этому более терпимее, так как выходит просто тонны гачи-помоек, которые не стоят даже банального ознакомления, не то что ваших денег. Типа, это для отдельных людей, вот пусть они это и хавают. Конечно, эта фортуна не понравилась сообществу, потому что они просто хотели приобрести любимых персонажей, а данная вещь не могла позволить им это сделать в полной мере. То есть у нас буквально гача с довольно низким шансом на выбивание нужного героя, а красные кольца, за которые как раз таки делаются крутки, естественно, можно где купить? В магазине за реальные деньги. Иногда Sega все-таки прислушивалась к народу и позволяла новых героев открывать в магазине за Red Star, но ситуация уже была неприятной и первое впечатление испорчено. Конечно, сама игра была очень классной, это был первый проект Sonic Team, который они разработали чисто для мобилок, и видимо они слабо представляли развитие игры, что просто из раза в раз пытались пропихнуть персонажей в крутках. Сюжет в игре был крайне спорным, игра давила на ностальгию, возвращая очень много старых персонажей, например, классик Соника, Мефилиса, Верхога, а что творилось с компаньонами, так их было просто тонна. И с одной стороны, вообще это даже хорошо, то что есть такое вот разнообразие героев. Условно, яйцо смерти, которое просто огромное сзади, выглядит прикольно. Небольшое отступление, ведь история опять циклична, и в Sonic Blitz также вернули забытых персонажей. И в итоге оказалось, что игра не приносила денег и не смогла заработать столько, чтобы и дальше продолжать поддержку. В игре были частые события, но видимо люди неохотно вливали деньги, так как крутки это плохо. Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? И в итоге в следующем же году игра просто закрылась. А так как для игры нужно было обязательное подключение к интернету, игра стала недоступной. Они могли бы сделать офлайн запуск, но они не стали этого делать. И игра стала официально уничтоженной из-за жадной политики Sega. Заносим в список. И давайте запомним, игроки навсегда потеряли доступ к этой игре. И это очень важно. Они, конечно, пытались справиться и поручили Gameloft сделать продолжение, уже сюжетное и с ограниченным количеством уровней. Однако Sonic Runners Adventure стала очень безопасным и очень сдержанным продуктом. В ней не было доната, она была платной, но имела небольшую продолжительность и довольно скудное разнообразие. Игра хорошая, не подумайте, но после оригинального Runners стала более скучной. Что забавно, они выпустили и Java версию, и Sonic Runners Adventure стала последней Java игрой про Соника. Итого, серия Sonic Runners также была загублена. Но как хорошо, что есть фанаты, которые могут дать то, что не могут мегакорпорации. Группа небезразличных людей просто взяла и возродила игру своими силами, с помощью своих серверов, и назвала это добро Sonic Runners Revival. И я, как и многие соникофаны, смогли вообще прикоснуться к игре. Они проводят также ивенты, добавляют новый контент и вообще просто умнички. Оставлю ссылку на их сайт, где вы можете скачать игру, так сказать, ознакомиться с тем, что мы могли навсегда потерять. Хочу также вспомнить Sonic Dash, и вы можете сразу возразить, мол, игра довольно крепко держится и вообще в топе плеймаркета. Я в нее очень давно не играл, и тут появилась новая система прогрессии, которая вроде даже обещает быть интересной. Огромное количество персонажей и вообще вот некоторых гиммик. Игра хоть и старая, но ощущается прям чуть-чуть поновее. И каким-то образом во время производства этого видео я даже немножечко подсел. И пару раз в день прям запускаю и играю немножечко. И да, по сути Sonic Dash достаточно популярный, у него очень много скачиваний, и умирать она даже не планирует. Однако, помните ли вы Sonic Dash 2, который Sonic Boom? Вот то-то. Вообще удивительно, что Sega прикрыла бренд Sonic Boom буквально полностью, но вот именно эта игра, она до сих пор доступна для скачивания и никак не ограничивается, хотя, будем честны, игра уже мертвая. Да, в ней до сих пор проводятся активности, которые повторяются раз за разом. Последний крупный апдейт был в 2021 году, когда добавили Вектора. Никаких новых персонажей не добавляют, так как никого из вселенной Бума просто добавить невозможно, кроме каких-нибудь NPC, за которых вообще никто не будет играть. Но вообще хочется подушнить, ведь Metal Sonic они могли бы добавить, так как
как в сериале, и в играх он появлялся. Вот вообще без рофла эта игра действительно лучше первого Дэша. Она играется интересней, можно во время забега менять персонажей, есть секции с энергохлыстом и рельсами. Графика более приятная, а музыка более чиловая. В этих двух играх разделены трассы, вот во время одного забега в Dash ты вынужден делать QTE между ними, а вот Dash 2 в этом плане круче, так как можно просто скипнуть поворот и просто в потоке играть. А Sega не убила ее конским донатом, в игре можно легко заработать персонажей в событиях, которые постоянно обновляются. Но единственное, за что теперь я не люблю Сегу, хоть они и делают видимость, что ваш прогресс сохраняется и синхронизируется, но на самом деле эти две игры не подгрузили мой прогресс, что я считаю халтурством. В них также баганные достижения, особенно во второй, где я вообще ни одну ачивку не получил. А, стоп, я получил, когда начал играть, получается, заново. И судя по тому, что у многих выполнение 0%, не я один на это могу пожаловаться. И про рекламу, конечно же, даже говорить не стоит, вы просто посмотрите на это позорище. В общем, данная штука загнулась, но чисто технически она еще жива, но за счет смерти вселенной Бума она отправляется в мой список, хоть она еще технически жива. Однако мы все понимаем и знаем, где ее место. Но на этом еще не все. Есть еще одна игра, а именно Sonic Forces. Да, это уже онлайн игра, где мы соревнуемся с другими игроками. И это моя остановочка, так как я в нее уже играю с 2018 года. Да, захожу в нее редко, когда появляется событие с новым персонажем. То есть, когда появляется новый персонаж, я просто захожу, выбиваю его и как бы все, не знаю, зачем я вообще это делаю. И вот я насобирал вот такой вот солидный список, подумать только. Кажется, что будто бы если сейчас начать играть с нуля, выбить всех просто невозможно. Но только из-за того, что кое-кому не имется, сейчас есть некоторые трудности с заходом в игру. Из-за ограничения Cloudflare сейчас в игру зайти просто невозможно, вы можете сколько угодно прождать на загрузочном экране. Благо, подключение к Wi-Fi иногда реально спасает и возвращает доступ к половине интернету и к самой игре. Поэтому вне дома, к сожалению, видимо, теперь не поиграешь. Хотя умные люди все равно найдут способ. Данная игра вообще далеко не мертвая, в ней много игроков, но ее состояние довольно странное, ибо ничего кроме новых персонажей просто не появляется. Может быть новая трасса раз в 2 года, но не более. Можно сказать, что игре от силы осталось пару лет, но вероятно она будет жить еще долгое и долгое время. Хотя правда я не понимаю, почему в игре не добавляется никакого интересного контента. Как работает удержание аудитории, как люди вообще донатят в это, ведь цены конские и вы буквально платите за воздух. Хочется, конечно, похвалить игру, так как во время события можно легко выбить нового героя. Прям реально. Конечно, придется несколько раз в день заходить, но карты тебя дадут спокойно, и персты ты можешь легко открыть. Хотелось просто обозначить то, что я нахожусь в этой игре, она довольно хиленько обновляется, и я не знаю, люди вроде хавают, значит все хорошо. Нам также обещали баннеры несколько лет назад. А где оно все? Короче, данная игра не убита, она жива, поэтому идем дальше. В список добавлять, конечно же, не будем. В 2018 году студия DMorg, наверное это так читается, выпустила под крылом Sega игру Sega Heroes. Ранее японцы приобрели эту студию для разработки мобильных игр, и они выпускали Crazy Taxi, Газелионер. А Sega Heroes стал для них последним проектом. Это была головоломка, RPG, 3 в ряд, где мы собирали команду из разных персонажей. И знаете, у меня сохранилось старое видео с этой игрой, и думаю, что прошлый я более подробно расскажет про эту игру. Нужно разбивать вот эти вот алмазы. Ё-моё, у меня игра лагает. Да как она вообще может лагать? Желтые желтого персонажа, зеленый зеленых, красный красный, синий синий. Логично. Если играть будут такие вот штучки, они будут со звездочкой уже. А если их взорвать, то уже будет более большая сила будет. А когда накопится такое большое количество вот этих вот орбов, можно будет использовать силу. Такую вот. Специальную силу этого персонажа. А вот эти вот фиолетовые, они отвечают за даже не знаю, как вам сказать. Даже не знаю, честно, как сказать вам. Вообще, по первому взгляду можно посмотреть, игра не такая уж интересная, такое. Нет, игра очень интересная. На самом деле, у нас в Руфандоме достаточно много людей я видел, которые действительно играли в эту игру довольно долго, и она им действительно нравилась. И, к сожалению, в 2020 году ее постигла та же участь, она закрылась, а так как офлайн доступа к ней нету, мы ее потеряли навсегда.
Я вот только помню, что можно было пройти обучение оффлайн, но скачав 7 разных версий игры, так и не смог пройти это обучение. Возможно, мои воспоминания были ошибочными. По официальным причинам компания стала независимой и ушла от Sega. С другой же стороны, я почитал, что Sega якобы продала их, а они полноценно больше не сделали игр, так как сейчас находятся во власти Embracer Group. И это уже в принципе не так уж и важно. Я слышал то, что донат в игре играл сильную роль, но некоторые наоборот твердили, что игру можно спокойно проходить и без него. Видимо, это зависело от скилла. И тут спорная ситуация, конечно, но в списочек убитых игр Sega я все-таки ее занесу. Хоть и непонятно, по какой причине она загнулась. Почему они решили продать эту студию, либо они сами решили уйти, короче, непонятно. А вот дальше я не могу продолжить, не сказав одну вещь. Азартные игры я не люблю. Если вам интересно послушать конкретно мое мнение по этой теме, то у меня в прошлом году выходил подкаст. Но если честно, немного страшно вот так вот выходить и говорить об этом. Но если гача в нашем обществе еще считается более-менее гуманным, то вот уже слоты это прям реально край. И я действительно не могу поверить в то, что Sega действительно сделала казино-игру про Соника. Блестящие выигрыши. Бесплатные монеты из спины. Выигрывай вместе с друзьями. Огромные джекпоты. Выглядело примерно это все вот так. И да, вы не спите, оно действительно существовало, и я вам скажу больше. Я застал эту игру и даже немножечко в нее поиграл. Тут максимально эмулируются слоты, понятное дело, это лишь игра, никаких реальных ставок и выигрышей здесь нету, однако задонатить на валюту можно было. И тут даже выскакивали баннеры с покупкой какой-нибудь интересной штуки. То есть получается, ты можешь влить реальные деньги ради внутриигровой валюты и просто слить их там. Не знаю, звучит вроде не так страшно, но если так подумать, то данная игра уже в умах детей дает понять, что это типа норм, ничего плохого в слотах нету. Хотя ограничение у нее стояло 12+, а не 18, это как понимать. И вот смотрел я на футажи, и у меня какие-то странные ощущения от этого были. То есть окей, игра закрылась, причем довольно быстро. В 2018 году люди отнеслись, наверное, еще довольно сдержанно, хотя были люди, которые негодовали. Но сейчас вообще бум этих казино-стримеров и продажных блогеров, идет волна хейта в адрес контор, продвигающие эти игры, но давайте останемся реалистами. Данная игра была безобидной, она из меня лудомана не сделала, окей. Если проиграть все внутриигровые деньги, то на следующий день вам их бесплатно накинут в ежедневных наградах. Знаете, я просто выскажу свое мнение, я считаю, что это было негуманно, и что Sonic не должен быть лицом казино слотов, даже в игре, где нельзя выиграть реальные деньги. В Вашингтоне игра была недоступна по действующим законодательствам, а в Японии наоборот это все дело любили. Поэтому, наверное, лучше, чтобы подобные игры и оставались в Японии. И тут даже не нужно ничего дополнять. Игра уходит в списочек, и напоследок скажу, что никогда, слышите, никогда не связывайтесь с казино. Никогда не играйте на деньги на сайтах со слотами или мини-играми. Из вас буквально выжмут все деньги. А самое худшее, будут давать надежду на заработок. Вообще, если прям хотите, то я, наверное, мог бы углубиться в данную тему получше и, может, что-то интересного накопать. Возможно, материал был бы довольно интересным для отдельного ролика. Поэтому, не знаю, пишите там. А следующий отрывок будет для меня грустным. Вообще, несмотря на то, что я честно покупаю игры в Steam, не хочу пиратить, но важно помнить, что игры, которые мы покупаем, нам не принадлежат. В начале 2022 года, в январе, я купил Соника на Олимпийских играх в Токио. А после февраля, когда Google Play перестал перенимать российские карты, игру я уже не могу скачать. Вылезает ошибка. Точно так же, как и Geometry Dash, за который тоже было уплачено своими кровными деньгами. Но давайте поподробнее. Изначально Соник на Олимпийских играх вышел бесплатно. А это была единственная игра про Соника в 2020 году. Тогда был карантин и прям реально засуха в сониковских релизах, и это было очень тяжелое время на самом деле. Годом ранее на Nintendo Switch выходил Марио и Соник на Олимпийских играх в Токио 2020, продолжение спортивного конвейера Sega и Nintendo. На мобилке вышла совершенно иная версия, и, к слову, она была уже без трубочиста, что явно сделало игру лучше. Но бесплатно можно было поиграть только ограниченное количество испытаний, а если вы купите полную версию игры, то у вас будет несколько билетов на
на демо-прохождение, что можно было подарить друзьям, для того, чтобы они смогли чуть-чуть подольше поиграть бесплатно и получить скидку за полную версию игры. Я прям помню, как выискивал этот билетик, и спасибо Shadow 8 я нашел скрин, добрый ты человек, и после того, как ты получаешь эту плюшку, игра стоила тогда 269 рублей, и мне стало жалко, я просто это не купил. Я взял Portal 2, который впоследствии и направил меня на правильный и истинный путь лицензионного геймера. И это было правильным решением, потому что никому не понравилось, как Sega поступила. Сначала завлекала игрой, а должен признаться, игрой довольно прикольной, а потом хопа, плати, чтобы играть дальше. Некрасиво. Именно поэтому игра закрыла свои сервера, и игру можно записывать в списочек. И на самом деле я только сейчас увидел эту закономерность, что у Sega не выходило с мобильными играми и не выходило стрясти денег с людей. Видимо, поэтому они пригласили Rovio, так как они должны в этом как-то шарить. Но с Соником на Олимпийских играх они провели работу над ошибками и выпустили офлайн версию, которая стоила всего 100 рублей. Мне эту игру подарил друг, даже я помню обзор записал, поэтому тут только можно пожалеть бедолаг, что купили пакет с музыкой аж за 600 рублей на релизе. Поэтому хоть эта игра и осталась жива, но в какой-то степени она все равно умудрилась провалиться в мобильном сегменте Sega. И, как я уже сказал, они приобрели Rovio в 23 году, и компания, это известна серией Angry Birds, думаю, не стоит пояснять. И, честно говоря, они известны не самым лучшим отношением к игрокам. Только вот о повторном релизе, видимо, никто не узнал, и никто не купил игру. И знаете что? Sega в итоге и ее прикрыла, поэтому технически эта игра умерла даже дважды. В 2024 году абсолютно неожиданно вышла Sonic Mania Plus на Android. И казалось бы, ну все должно быть отлично, но затеяло все это дело Netflix. И да, они игры тоже делают. И чтобы играть в игру, вам обязательно нужна подписка Netflix. Я вот не могу понять, а зачем это вообще Sega? Они могли ранее сразу сделать порт Mania за фиксированную цену, или как с классикой, с рекламой. Но нет, они сделали этот порт, когда он вообще нафиг никому не был нужен, причем довольно паршивого качества. Начиная с того, что оптимизация была не очень, много кривых моментов, которые не адаптировали под телефоны, и самое ужасное — фиксированное разрешение экрана в 16:9. Хотя телефоны с таким разрешением сейчас вообще не выпускают. Лол, им было настолько пофиг, что они по фасту сделали быстрый порт на отвали и засунули в подписку, киллер фича которой — это фильмы и сериалы. Допустим, я не смотрю Netflix, но обязан иметь подписку, чтобы пройти игру. А почему я не могу разово купить игру? Блин, я вот правда не понимаю. Если я через полгода решу вернуться в игру, мне заново оплачивать подписку. То есть я плачу деньги, но по факту ничего не имею. А, да, даже когда ты платишь, ты потом ничего не имеешь. Да, этот разгон, конечно, более шуточный, но на самом деле все эти подписки реально кал. И просто не платите, пожалуйста, за это деньги, потому что давно в интернете есть хакнутые версии, где убирают привязку Netflix. Также в игру уже с обновлениями добавили оптимизацию, она наконец-то летает. Но, увы, данная штука изначально вышла мертвой и убитой Сегой под Netflix, так как будто никакого контроля просто не было, и порт сделан на отвали. Понятное дело, это просто игра, а не мобильная игра в обычном понимании. Ее проходишь и забываешь, поэтому система подписки нужна только в том случае, если в данной коллекции игр от Netflix вас интересуют еще игры, помимо этой. В общем, списочек обновляем до того момента, пока игру не сделают широкоформатной. И это были, по сути, все провальные и не очень мобильные игры про Соника от Sega. Но, как я обещал, я еще расскажу про две, которые находятся сейчас в бета-тестировании и в скором будущем должны уже выйти. Sonic Rumble — многопользовательская игра, где мы одновременно с 32 игроками соревнуемся против друг друга в полосах препятствиях, мини-игр и так далее. Эта игра уже существует в бете больше года, и релиз откладывали уже несколько раз. Самое отвратительное, 8 мая 2025 года буквально должен был произойти глобальный запуск. За неделю до релиза игру перенесли на неопределенный срок, и она до сих пор не вышла. Людям это показалось очень странным, так как игра работает, контента достаточно, ивенты проводятся, и некоторым людям это просто недоступно, они не могут скачать игру и играть. Видимо, для них очень тяжело найти АПКшник в интернете. Окей, так и запишем.
Причем они уже собирают деньги с пропусков, причем не маленькие. Донат полностью встроен в игру, ивенты проходят, но релиз отложили из-за способностей. Якобы они должны быть отполированы и забалансены. И решили они их добавить прям как раз таки перед релизом. Ведь чего-то не хватало в игре. Она была недостаточно веселая. На самом деле сейчас вам может показаться, что это вполне здорово. Можно понять разработчиков, но в моменте они реально грели людей. Многие ждали игру на ПК, в том числе и я. Релиз обещали зимой, а потом они такие: нет, весной все будет. Прям точно-точно, мы допилим. Потом выпустили трейлер, 8 мая прям выйдет, все уже были в ожидании, а за неделю до релиза очень размыто объяснили, что игры не будет. Людей начало раздражать, что в X они публикуют самые разные новости с событиями, но игру они так и не выпустили. Зато греют Гоев на шекеле. И непонятно, а будут ли потом эти события и эти персонажи добавлены после релиза. Конечно, они сказали то, что будут, но как будто бы тогда для тех людей, которые уже играли в игру, нет смысла играть, потому что эти ивенты, они уже все прошли и персонажей выбили. Ладно, когда ждать релиз, непонятно, но все-таки, какие еще я могу назвать претензии к игре? То, что я указывал в ролике на первую публичную бету, они исправили, но вот система множителя очков тут максимально странная. То есть никаких преимуществ не будет у людей, что покупают дорогих персонажей, которые невозможно разблокировать бесплатно, только лишь за огромное количество редстаров, и накопить их чисто физически просто невозможно, то есть денежки на стол. Напарники тоже не дают преимуществ, и можно выбирать любимого, но только вот тогда ради чего все это? Действительное преимущество дают способности, и вот с ними все не так однозначно. Есть классные, есть довольно бесполезные, но они реально могут решать исход битв, и будто бы это идеально подходит для соревновательной игры. Ты стратегически мыслишь, как их правильно применить, но естественно все не так просто. Действительно хорошие способности можно покупать за определенную валюту, ее можно накопить, в этом плюс, но для каждого персонажа есть эксклюзивные способности, и получается ты уже не можешь играть за любимого персонажа, ты играешь за персонажа, у которого лучше эта эксклюзивная способность, и это ты должен купить для каждого персонажа, а копится валюта не то чтобы прям быстро, и видимо вот эта вот штука сейчас находится в разработке. И это очень хорошо, то что они хотят довести игру до идеала, но пока они это делают, в ней происходит все веселье, и пока она там доберется до релиза, люди уже потеряют интерес к ней, и на запуске она вообще никому не будет уже нужна. Я реально задолбался на эмуляторе. Управление не самое отзывчивое, иногда оно в рандомный момент у меня багается, вылетает, что просто ужасно в такой игре. Когда у тебя финальный раунд и случается вот такое вот, да пошло оно все, реально. Просто дайте бетку на ПК. Пока что игра реально имеет все шансы стать популярной, но пока они тянут с релизом, давят донатом, не позволяя приобрести персонажей, что игра может угаснуть довольно быстро. Мне кажется, они поняли в последний момент, что люди не хотят донатить и покупать пропуска, ведь за раз нужно покупать их целых 2, потому что ивентов с этими пропусками целых 2, что вообще как-то странно. Плюсом еще подписка и персонажи в магазине за Red, которые невозможно накопить собственными силами. Был еще более дорогой пропуск, это реально выглядело еще более жадно. Так что пока что как-то все это не очень воодушевляет, но нам обязательно будет что посмотреть, поэтому ожидаем релиза. И недавно, совершенно спонтанно, без каких-либо заявлений, в филиппинском Google Play появился Sonic Blitz, новая мобильная игра про Соника, карточная. Поначалу все такие типа: а чего, зачем это? Но стоило только датамайнерам покопаться в файлах игры и найти в коде что-то интересное, так люди сразу возбудились от малоизвестных персонажей, которые очень давно уже не упоминались. Даже из комиксов Арчи. Некоторые имели, кстати, 3D-модельки, например, вот вы вообще знали, что это за хер? А он был в Tales Adventure. Это же база, вы же должны это знать, да? В общем, теперь планка была завышена за счет фан-сервиса. И удивительно, что Rovio смогла получить доступ к такому списку героев. Конечно, есть вероятность, что кто-то так и не попадет в финальный продукт, но направление было уже поставлено. А что до самого геймплея? Я будто бы прошел игру, разве что можно качать уровень Блиц пасса, ежедневные награды после 7-го дня отсутствуют, и можно играть в онлайне с рандомными людьми. Поначалу у меня, кстати, были вообще одни боты, и я даже был расстроен, но пронесло. Не знаю, как вам вообще интересно описать игру. В общем, мы кладем карты. У нас есть показатели энергии, и энергия прибавляется с каждым ходом. То есть, если у нас не хватает энергии за определенную карточку, положить мы ее не сможем. Урон, то есть, как хорошо он пробьет соперника. И вот еще есть очки жизни. Если так получится, что мы столкнемся с соперником, это определит, кто останется после стычки, у кого сколько жизней. Но после атаки персонажа барьер атакован не будет. Также тут у каждой карты есть способность добавлять очки
к атаке, передвигать карты соперника, убавлять им жизни и так далее. Есть два поля и нужно расставить карты и дэшить с них, если уверены в том, что соперник не сделает то же самое на этой же линии. Тут важна стратегия, но довольно слабо, ибо поле ограничено. Я честно вот реально залип, мне даже понравилось и прикольно вот то, что я всех этих персонажей знаю и поэтому с большим интересом могу ими жонглировать. Я уже помню, что делает каждый герой, да и сам собирал колоду из них. Да, такая возможность тут тоже есть. Единственное, я знаю, что скоро будет один сплошной донат, этот Blitz Pass тоже будет заплатно, и тогда игра будет менее интересной, если нам не будут давать карточки. Ведь это тут самое главное, и хотелось бы иметь прикольных персонажей к себе в коллекцию. Но вот когда персонажи кончатся, что тогда? Скины из спидбаттла? Ну это будет как-то скучновато и рутинно. И всего в игре 4 зоны, которые естественно Green Hill, Chemical Plant, Sky Sanctuary и внезапно City Escape, то есть локации Sonic Generations. Естественно, они не могут использовать менее заезженные зоны. Есть эффект некого киберспейса, а карточки при атаке становятся 3D-модельками с прикольными анимациями. Тут прям реально постарались, за это респект. Ну что можно сказать, будем обязательно ждать, интересно, что будет в итоге. Напоследок скажу, что Sega на удивление начала делать упор на онлайн-составляющую в новых играх. За 25 год таких целых 3, и ни одна из них пока не вышла. А Crossworld должен выйти 25 сентября за 90, сука, баксов. Rumble, блять, я надеюсь, что Rumble выйдет. Ну и Blitz, который сейчас на очень ранней бете, может быть в 26-м доберется до релиза. Хотя если смотреть на опыт прошлой игры, то неизвестно. Я просто хочу сказать то, что надеюсь, что каждая новая игра про Соника сейчас не будет превращаться в игру-сервис. Это все, конечно, весело, интересно, но люди от этого быстро устанут и не будут уже так охотно давать свои деньги. Просто будьте осторожны, не тратьте свои деньги в мобильных проектах, ибо, как показывает опыт, Sega может просто в любой момент закрыть игру без возможности оффлайн доступа, и все ваши денежки и часы, проведенные за этой игрой, уже не вернете. Если вам оно надо в моменте, окей, вопросов нет. Мое дело просто предупредить. Ну а на этом все. Это была небольшая история мобильных игр про Соника от Sega, которые зашли не в ту дверь. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно заходите в описании. Там есть, например, телеграм-канал, на который вы можете подписаться. Ну а с вами был Дима Кул, и всем спасибо за просмотр. Всем до свидания и всем пока.